Приветствую вас, друзья! Это у нас Хошимин, Вьетнам, и сейчас я нахожусь в одном из парков. Конкретно какой парк не могу сказать, так как здесь парков огромное количество, очень много блогеров снимают здесь всякие видосики, пилят, готовятся. Вот. Ну и вот такой вот новенький красивый райончик здесь выстроенный. Вот это вот башня, откуда я снимал контент с ценами из мола. Вот такая она большая, это все в огнях в конце рабочего дня, когда уже на горизонте у нас солнышко садится. Тем не менее, о чем бы я вам хотел рассказать. Значит, нахожусь я здесь буквально, вот не соврать, наверное, четвертый день. Сегодня четвертый день, и я сегодня планирую улетать, уже билеты куплены в Ничанг, так как это место курортное, интересное, инвестиционное. Но, друзья, если мы рассматриваем вообще инвестиционный климат, связанный полностью с недвижимостью, то я такого, если честно, еще не видел. И связано это с тем, что застройщики вьетнамские вообще не нуждаются в инвесторах, потому что внутренний инвестиционный климат настолько хороший, что местные богатеют с каждым годом и покупают квартиры себе. И в большинстве случаев здесь получается у нас коса нашла на камень. Когда иностранцы хотят купить недвижимость во Вьетнаме, она просто, скажем так, в небольших количествах это положено, разрешено именно иностранцам. С чем это связано? В первую очередь, они, сами вьетнамцы, защищаются от большого соседа, от Китая, да, чтобы было меньше прав владения землей. Вот, потому что здесь владение недвижимостью 50 плюс 50. 50 лет, вот после 50 лет вы платите 1,5%, грубо говоря, $500 через 50 лет оплачиваете налог и владеете еще оставшиеся 50 лет. То есть 100 лет у вас во владении ваша квартира. Так вот, и чтобы вот этого всего не произошло, поэтому здесь дается как раз вот несколько квот именно иностранцам. Вот, и в эти квоты нужно еще попасть, успеть. Но дьявол, как говорится, кроется в мелочах. Вопрос в том, что по законам Вьетнама покупать вторичную недвижимость у местных могут только местные. А у иностранцев только иностранцы и местные. И получается, к примеру, вот у такого большого здоровенного здания, к примеру, ну сколько здесь квартир? Ну пусть будет 2000, к примеру, да? Иностранцы будут владеть, ну максимум, допустим, там квартирами 500-700 в лучшем случае. Из этих 500-600 квартир на продаже будет в лучшем случае, вот, если бы не соврать, ну, максимум 20-25 квартир, вы представляете? То есть рынок настолько, скажем так, для иностранцев закрытый, что это как раз дает дефицит недвижимости. И если вы захотите здесь купить, вот, к примеру, в этом доме квартиру, вот из этих домов, возможно, вы ее не найдете по одной простой причине, что ее просто нету в продажах. У местных, возможно, там у них есть выбор какой-то, но у вас его не будет, к сожалению. Поэтому и здесь как раз недвижимость и идет в цене. Поэтому, когда объявляется старт продаж недвижимости, буквально за месяц набирается кейс из инвесторов. И в первые, там, скажем так, в первые у нас там сутки, двое суток, там, трое суток разбирается все самое вкусное, интересное. Там кто-то сразу по 2, по 3 квартиры берет. Причем квартиры начинаются здесь довольно-таки не дешевые. Вот. И тем не менее, квартиры пользуются спросом. Скидки здесь делают застройщики крайне редко. И понимая, что действительно в инвесторах они особо не нуждаются, друзья. Вот в этом как раз и фишечка вся кроется. Я еще буду снимать об инвестиционной недвижимости не только Хошимина, у меня в планах и Ничанг, и Дананг, и Фукок. В общем, полностью все для вас я буду фиксировать. Более того, помимо инвестиционной недвижимости, я также буду рассказывать
вам о том, что здесь можно сделать, какие магазины открывать, какой бизнес вести, что здесь есть, сады, школы, автомобили, в общем, все для жизни, также для вас. Так как я понимаю, в большинстве случаев, кто в России уже об этом задумывается, и я знаю об этом, так как с происходящими со всеми событиями, уверен, что это и в странах СНГ, это также и в странах у нас какие-то, может быть, других. Вот. Те, кто как раз рассматривает переезд, это вот как раз самая тема. Вот посмотрите, сейчас у нас Новый год вьетнамский начинается. Сегодня 12 у нас февраля. И на улице сегодня, кстати, душновато. За все время сегодня стоит такая духота. Вчера был дождик, а так, в принципе, солнышко, тепло. Вот. Здесь, что привлекательно для этого всего, что мне больше понравилось. Вот как раз для средней полосы России, может быть, для там стран СНГ, там Киев, Минск, еще что-то есть там. Вот как раз те, кто не любит зиму, как раз погода будет для вас. Здесь не тепло, не холодно, зимы здесь вообще не бывает. Лето здесь буквально, наверное, как в Москве, как в Киеве, наверное, в Минске. То есть не очень жарко. И вот это вот самое то, кто не любит у нас жару. По ценникам я уже показал один из маркетов. Он, кстати, был не дешевый. Вот, то есть, конечно же, это будет дешевле в других магазинах. Если мы рассматриваем цены на недвижимость, именно на съем, то здесь уже варьируются не так же недорого это все получается. Далее у меня в планах рассказать про Вьетнам, потому что я, если честно, смотрел много обзоров и многое не увидел. Мне также очень интересно развитие бизнеса частного, да, так как в России сейчас закрывается большое количество бизнесов, просто катастрофически все закрывается. И этого как раз, кстати, возможно, многим будет не хватать. Поэтому планирую также в Ничанге, в Дананге встретиться с русскоговорящими ребятами, кто открыл свой бизнес, с какими подводными камнями они сталкиваются. Вот. Я думаю, там тоже будет интересно. Следующее в планах о Хошимине, друзья. Также здесь можно открывать бизнес. Это уже на любителя, потому что Ничанг, Дананг — это у нас курортные зоны. Те, кто не хочет курортные зоны, а хочет прям вот такое прям богатство, наследство большое, огромное, как раз кто хочет рассмотреть Хошимин, welcome, всю эту информацию я позже дам. Сейчас пока сразу говорю о квартирах этих абсолютно ничего не известно, что там, как там, поэтому все как-то так пока скрытно. Но попозже я обязательно вам все это покажу. Посмотрите. Это сейчас какой-то из городских парков. Вот честно, пока не могу сказать. Очень большое количество информации я получил в последние несколько дней, и сложно пока разобраться. Но я с этим обязательно разберусь, так как я, как и сказал, буду вас ознакомливать во всем контентом. Вот такая вот красотища, посмотрите. Как раз я здесь недалеко жил, одних из высоток. Мне очень понравилась планировка, очень красивая, хорошая и привлекательная. Мне очень интересно рассмотреть здесь автомобили. Они очень недорогие. Дешевле, чем даже в Индонезии. Мне очень интересно. Здесь, кстати, есть Мерседесы. Их здесь завод мерседесовский. Но они идут дороже, нежели чем в Европе. Так как рассчитаны на американский рынок. Там двигателя очень мощные, большие. Они прям такие все жирные. Комплектации. И поэтому стоимость. Но многие здесь ездят на немцах. Но, тем не менее, я очень сомневаюсь, что это как раз местного производства, тем более BMW, там, Audi, это точно привозное. Вот. И очень интересна стоимость. И не гонят ли их отсюда из Китая, вот хочу выяснить. Так как, если мы берем немцев, вообще в Индонезии они очень дорогие. Если мы берем именно конкретно европейцев, немцев. И все японцы, китайцы, не китайцы, кстати, на уровне японцев, они, кстати, не очень-то дорогие и дешевые, я бы так сказал. Обязательно вам сниму контент. Это будет в Ничанге, это будет в Дананге. Что еще? Ту информацию, которой не хватает именно у нас в ютубчике, где-то, может быть, еще в других соцсетях, там, Инстаграм, еще где-то, я буду стараться выкладывать его для вас, именно жизнь во Вьетнаме. Потому что, честно, за 4 дня он мне так понравился, я просто кайфую от этого вот всего. Более того, друзья,
Вы можете писать в комментариях, что вы бы хотели, чтобы я вам показал, заснял какую-то другую информацию, узнал, потому что хочу изучить Вьетнам так, как я не изучал, допустим, тот же самый Бали, потому что Бали тоже рынок такой специфический, то во Вьетнаме очень большое количество русскоговорящих, особенно из России и стран СНГ. Вот. Поэтому и пообщаться с экспатами, и с ними со всеми будет очень интересно. Поэтому пишите в комментариях, что вы хотите увидеть, услышать, и я обязательно сниму для вас эти все обзоры. На этом хочу вам, друзья, сказать последнее, чтобы вы не забывали подписываться на мой YouTube канал. Здесь я буду выкладывать для вас интересный контент сейчас про Вьетнам. Обязательно будет также и Пхукет, будет и Бали обязательно. Но сейчас весь акцент я хочу поставить на Вьетнам, потому что действительно рынок инвестиционный, рынок коммерческий, там какой-то там, кто хочет вести свой бизнес, он очень сильно завуалирован. И это, можно сказать, малоизвестный. Вот. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вы были в курсе всех событий. А также, друзья, не забывайте переходить в телеграм-канал. Там я пишу новости, интересные обзоры и тому подобное. Меня зовут Равиль Киреев. Вы на канале Бали Азия. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.